Доброго времени суток, дорогие друзья, мальчики и девочки, которые сейчас смотрят этот обзор новой части игры Alyx. Alyx 2, вот недавно он вышел. Мы решили записать этот обзор прохождения игры. И не удивляйтесь, но мы ведем запись этой игры из украинского города Николаев. Это на юге Украины, в который сейчас пытаются прорваться российско-фашистские оккупационные войска. Им это совершенно не удается, гибнут здесь тысячами, сотни единиц сожженной техники. Ну, это так, вам, для небольшой информации, пока мы будем делать прохождение этой игры. Ну что, по виду она особо ничем не отличается от первой части. Ну, графика вроде поприятней, хотя я могу и ошибаться. Давно уже проходил первую часть. Сейчас мы этого кракозябла завалим и продолжим. Так, по виду вроде бы примерно все то же самое. По ходу дела будет понятно, какие нововведения есть, что они добавили, что убрали из второй части. О, что это за звуки? Это шумит, скрипит, пыхтит, пердит, прямо как российские солдаты, когда отступают из Украины. Ну ладно, пойдем в другое место, посмотрим. Единственное, что российским солдатам удается, это бомбить с дальнего расстояния мирные районы наших городов. Бьют по жилым кварталам, не стесняясь, сносят все подряд, как в Алеппо в Сирии, как в Грозном в Чечне, в первую, особенно чеченскую. Кто-то кричит о том, что ну, а вы же 8 лет Донбасс так же утюжили. Всем, кто это говорит, хочу, чтобы они посмотрели на Донбасс, на Донецк, у которого 2 дырки на весь город, и на состояние нынешних городов Украины, в частности на Харьков, который Россия бомбила крылатыми ракетами по центру города, и на Киев, которые бомбят по жилым кварталам, убивают детей, женщин, бомбят районы, где совершенно нет военной инфраструктуры. Вот. Это на заметочку тем горлопанам, которые говорят, это вам ответочка. Ответочка, ребята, сейчас в виде 9000 убитых на сегодняшний день, 4 марта 2022 года. Ответочка в виде 9000 убитых русских солдат, по которым же плачут матери в России. Ответочка в виде более 30 самолетов и 30 вертолетов. Так, надо пойти подобрать. Ну, война войной, а игра по распорядку. А вот. Собственно, вы можете сказать, вот идет война, а ты тут в игрушки играешь. Ну вот, сейчас доиграю и пойду воевать. Просто если россияне думают, что мы все бросим и перестанем жить, и будем сидіти та плакати, ну, они очень ошибаются. Мы, украинцы, умеем все. И отдыхать, и воевать. Так что россиянам нас ни хрена не победить. Вот, смотрите, топливо. Надо еще маслица, и получится шикарный коктейль Молотова, который в Украине называют коктейль смузи, и которым наши местные жители успешно жгут русские танки. И вот недавно, буквально сегодня, сожгли 4 шилки российских, которые русские солдаты бросили в Николаевской области. Так,
Ну что тут, подскажите, куда топаем? Куда топаем, куда топаем? Чтобы все же собрать, ничего ж не оставить. А вот. Ну это я так болтаю пока мы тут ничего такого не нашли. Так. Что мы, да, куда мы тут можем еще? Вот туда можем побежать. Здесь ничего здесь, похоже, нет. Да, что-то тихо, пусто. Заходите, кстати, на очень популярный украинский канал, который на ютубе, который называется, як українською кажуть, з промовистим названием «Русский корабль, иди нахуй». Вот я там в конце игры, в конце обзора ссылочку кину. И под обзором посмотрите. О, так, пришли мы тут каким-то местным партизанам или индейцам. Сейчас будем с ними говорить. Так, итак, пойдем узнаем тут последнюю новость. Рад тебя видеть. А, он просто рад меня видеть. Все. Джакс, я так рад, что ты жив. Я так понимаю, Мы это мой опасались какой-то старый худшего. друг. Что тут стряслось? Они застали нас врасплох. Во время ночного караула. Воспользовались нашей небрежностью. Захватчики-чужаки? Нет. Морканы, конечно. Вот, смотри. Это их убитые гончие. Самая большая группа двигается на север. А где Декс? Где мой сын? Мать забрала его с собой. Кая была здесь? С ним? Да. И она ушла за Морканами на север. Знаешь, она не остановится, пока всех их не положит. Ты можешь подлечить меня? Конечно. Дам тебе пару бутылочек. Но остальные нам нужны для раненых. Дерьмово выглядишь, Джакс. Я в порядке. Меня укусила одна из этих Российских тварей. Черт. Лучше покажись целителю. Это да, они, сука, ядовитая. Конечно. Спасибо. Эти здоровенные лиловые формеры. Ты их раньше видел? Да. Когда появились пришельцы, они сразу поперли на юг. Мы много раз видели этих тварей во время охоты. Но с ними не всегда можно было справиться. Вдобавок у нас еще разгорелся конфликт между фракциями. У вас есть целитель, который мог бы посмотреть на мою рану? Там инфекция. Почти все погибли. Но Кая выжила. И она, пожалуй, лучший маг среди нас. Покажи ей свою рану. Зачем ты здесь остался? Я вождь берсерков. Это мой долг. После такого нападения я не могу просто уйти и оставить сердце мира беззащитным. Люди доверяют мне. Сердце мира пока в сохранности? И благодарение звездам. Морканы хотели всего лишь перебить берсерков и забрать наши запасы эликсита. Сердце мира не пострадало. Оно продолжает привлекать ману на землю. Здесь, в Каракисе, скоро будет царство природы. Удивительно, что Морканы осмелились забраться так далеко. Да, и впрямь весьма странно. Вот, слушайте, Они работает обычно наша утоляют артиллерия. свою страсть к разрушению внутри своей пещеры. Должно быть, что-то разворошило их пчелиный улей. Возможно, те пришельцы и их странные существа. Не исключено.
Но я полагаю, у них есть и другие причины. Это религиозные фанатики, которые поклоняются жестокому богу. Кто поймет, что может взбрести им в голову? Когда встретишься с Каей, будь с ней поаккуратнее. Потери последних дней очень сильно ударили по ней. Она сражалась с Морканами до самого конца, пытаясь предотвратить худший исход. Что-то убежал от меня и разговаривает, как будто думает, что я на более дальнем расстоянии буду лучше его слышать. Осторожнее там. Те времена, когда можно было свободно разгуливать по Каракису, давно прошли. Понятно. Ну да, вот только что было слышно работу нашей артиллерии, которая бьет по российской сволоте. Надеюсь, их наколошматило там как можно больше. На нашем канале, на нашем YouTube канале «Русский корабль, иди нахуй» есть много видео, где русские солдаты рассказывают, как их бедных и несчастных заманили с боевыми патронами на территорию нашей страны, освобождать боевыми патронами местное мирное население от злых бендеровцев. Ну, таких как я, видимо. Но вот ничего от слова нихуя у них не получится. Так. Вот видите, в принципе, как бы пока с виду все очень похоже на первую часть. Все визуально очень похоже на первую часть. Пока ходим, отбираем трупы российских солдат. А, не-не-не, это защитники были, простите. Простите, защитники, что так вас оскорбил. Так. Ну, просто что они будут пропадать? Мне пригодится, у меня тут ничего нет почти. Якісь дровиняки в инвентаре. А, ну, пара луков есть. Так, ну я точно этот активировал. Телешпортер. Телепортер вроде активировал. Так. Короче, погнали. Посмотрим дальше. Не будем тут засиживаться сильно. Чили. Замечательно. Чили-вили. Алекс. Первый кусок Алекса. По-моему, еще не брали его. Туалетка. Прям туалетка. Уже листиками никто не подтирается. Так, сундучок. Берем все. Обязательно. Обязательно сделаем. Обязательно копируем. Ты бы лучше вел себя здесь поосторожнее. Каракис — неприятное место. Проблемы? Как видишь. Долго тут не живут, и нам всегда требуются люди. Но хоть нас и немного тут, по крайней мере, у меня есть из чего делать оружие. Так что мы справляемся с внешней угрозой. А для меня найдется оружие? Я не раздаю оружие просто так, если ты об этом. Но у меня есть запасной горн. Если хочешь, можешь им воспользоваться. Если не знаешь, как с ним обращаться, возможно, я смогу тебя этому обучить, но не за даром. Так что тебе потребуется немного опыта и немного осколков в кармане. Если хочешь что-нибудь купить, у меня тут валяется пара вещичек. Но большинство из них мне самому пригодится для моих ребят. Говорит, у меня есть дополнительный горн, можешь в него потрубить. Ладно. Научи меня чему-нибудь.
Что ты хочешь знать? Ну, все. Впервые встретились с учителем, учителя помогают приобретать навыки. Посмотрите описание навыка, чтобы понять. Ну, это все ясненько. Так, люблю вскрывать замки. Но, судя по всему, пока не могу. Так, могу изготовление оружия улучшить. Ладно, пока с изготовлением оружия мы повременим. Изготовление оружия. Я хочу кое-что купить. Не вопрос. Вот, у него можно купить ракеты, боеприпасы. Ну, у нас нечем из всего этого стрелять. Поэтому пока ничего покупать не будем.